все как положено. Пишет без оплаты. А я режу по автобану. Пришлось съезжать на Автохов, оплачивать вручную, выезжая обратно на автобан, все запиково. Ё-моё. Честно скажу, снимал, но случайно ткнул и удалил. Так что, sorry. Чуть волосы на голове не порвал. Там снимал и как ручную дороги оплачивать, набирать на аппарате. Но, я же говорю, тут летит всякая зараза в этот телефон. Со всех вайберов, ватсапов. И вот каждый день чистить надо. И вот я случайно почистил не то, что надо. Да ладно. Я думаю, это не смертельно. Так, ну а тут что? 7 утра по Германии. $160 километров до выгрузки осталось. Нормально, если нигде ни во что не упрусь. К 9 буду на месте. Там выгрузиться. Вроде как уже обратка есть. Пока не скажу. Чтобы не сглазить. Если уже когда выгружу подтвердится, тогда, так сказать, озвучу. Ну, а сейчас все. Держим путь на выгрузку. Ну что, вот и приплыли. Вот как раз указатель Билефельд, 111 километров. И чего-то стали. И чего? Хрен его знает. Утро раннее, наверное. Самый час пик. Таким количеством транспорта. А может, что и случилось. Какая у него девчонка интересная бегает по паркету. У них же тут как? Где-то что-то раз, один, сразу же всем нужно рты разявить и ехать. О, посмотреть. И все. Поток огромнейший. И понеслось. Он тут запрещен, но пацаны режут. А местные им можно. Тут Ганновер недавно проехал.
А, за мной ехал вот этот, не выдержал. Понесся. Видел я, как уже обелечивают за это дело, так что лучше 5 минут постоять, потом за 10 минут долететь. Вот конкретно знаки горят. Обгон грузовикам запрещен. Так что торопиться не надо. Погода дрянь. Это я еще и не проехал Ганновер, это я еще только его проезжаю. Часы вон какие-то интересные выглядывают. А вон на съезд какая колейка стоит. Вот все, дальше вот уже обгон отменяют, запрет на обгон. Вот только что авария произошла. Только что, вот буквально, еще даже штау не успела собраться. Сейчас соберется мгновенно. Умудряются лупиться даже на таких дорогах, но казалось бы, ну что вам тут не хватает? И все равно. На парке ходим. Сейчас штау соберется моментально. Ну что, братцы, по зову сердца, по приказу Маши будем покидать автобан. Маша говорит, сюда и надо ехать. Через 1 километр съедьте с автомагистрали. Это не я придумал, это она. Ладно, поверим. Хотя тут даже слова Bielefeld нету. Тут еще прилично, еще 22 километра. Съедьте с автомагистрали. Когда-то здесь выгружался, в Херфорде в этом. Через 300 метров держитесь правее. Правда, трубами. Давно, очень давно. Проедьте 3,9 километра.
мы едем пока дальше. А вот и Билефельд, указатель по 61-й дороге. Сейчас туда будем съезжать. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Через 100 метров держитесь правее. Вот Через это вот 50 метров держитесь правее. националка тоже платная. Тут хоть 9 На центов, но следующем выскочила. повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Проедьте 7,8 километра. Окей. Вы превышаете допустимую скорость. Что-то мне совсем не нравится то, куда я еду. Какой-то тут уже чересчур жилой район. Вот таким успехом не приехать туда, куда не надо. 6 километров показывает осталось. Как-то тут совсем не место, по-моему, для грузовиков. И не попадаются навстречу. Ага. Маша, смотри. Положу под колесо. Ё-моё, через жилые районы везет.
поехали, алло. Никаких запретов-то не было, но у них их и не бывает практически. Я помню, как я раз в центр Кёльна зарулил. Тоже никаких запретов не было. Там люди ходят во фраках, все дела. И я с 22 тоннами труб. Ну, пока едем. Пролез вроде. Маша, ты испытываешь мою нервную систему на прочность. Только что посмотрел, вроде как правильно ведет. Мне просто на другой конец Билефельда надо. Либо надо было заезжать с автобана с другой стороны, либо вот как она меня ведет. Она обводит просто вокруг города. Вы превышаете допустимую скорость. И красиво, конечно, обводит. Осталось 4 километра. Готовьтесь к левому повороту через 800 метров. Меня пугает, что грузовиков нет навстречу. Хотя бы одного встретить уже бы было легче. Сейчас нам надо налево. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Следы грузовиков есть. Значит, ездили до меня такие же оболтусы. Проедьте 2,5 километра.
совсем тут узенько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, указатель промзона был, значит, уже куда-то выйдем. Если уже там прокрался, то тут уж как-нибудь. Фирма наша называется Биппа-Палеттен. Биппа-Палеттен, как бы вот с этим еще поразъезжаться здесь. И осталось нам 1,3 километра. Может, она и находится в таких ебенях. Такое тоже бывает. Бывает, едешь, никогда в жизни не подумаешь, что здесь какое-то предприятие есть. Да, вот промзона начинается. Вот уже указатели. Какая-то одна контора, вторая. Да, точно. Маша, сори, я зря на тебя грешил. Это вот уже справа и моя контора должна быть. Биппа-Палеттен. А вот и мои палеты справа впереди видны. Все верно. Маша, извини, 1000 извинений. Ты красава. Так, все фигня. Где тут заезды? Вот они, мои палеты справа. Да, Биппа-Палеттен, вот она. Так, а где тут заезжать? Здесь ворота закрыты, значит не сюда. А, вот, наверное, с торца. Поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Ну и вот скажите мне, вон дома жилые, все, и здесь вот, пожалуйста, предприятие. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Да? Биппа-Палеттен, вон машина местная ихняя стоит. И даже есть место для парковки. В конечный пункт через 120 метров. Если ночью приедешь, даже есть где переночевать. Пока подравняюсь. Вы достигли конечного пункта. Это радует, что я достиг конечного пункта.
Все, братцы, пойду узнавать, что тут и как. Ну что, сходил? Надо ждать. Час сказали. Поэтому правильно, что я не палил последний цвет. Здесь долгая песня. Что делать? Будем ждать. Сказали, позовут. Вот так как-то. Никакой работы. Просто пойдем пообедаем, что ли. Спрашивали меня, чем я питаюсь. Пока время есть. Я, в принципе, питаюсь тем, что мне собирает моя жена. Вот стоит готовый борщ. Сейчас мы его просто-напросто разогреем. И все, и вот она мне делает таких банок 5. 4. Одну я ставлю в холодильник, 4 я ставлю вот туда в морозилку. И там они у меня замороженные. Одну достал, вторую достал с морозилки. Они размораживаются. Вот. И плюс она мне вот готовит, варит картошку. Вот так как на Европу мясо нельзя, делает поджарку. И туда в эту картошку ее нычкует. Все. Ну а все остальное, ну салат тут вот какой-то мне там сделала под шубой. Ну а все остальное это уже тут покупное. Сметана, йогурты. Это уже галенка. Вот, достал еще галенку, сейчас к супчику порежу. Это уже польская. Мне нравится, сейчас пару кусочков резанул, она без костей, без ничего. К супчику. И все. Как бы на Европу мне хватает того, что мне супруга собирает. Уже если там какой Казахстан, то тогда понятно, там уже когда все заканчивается, тем более долго что не будешь вечно их хранить. Ну, уже тогда приходится там, купаешь там какой кусочек мяса, порезал, выделил там пару часов себе времени, порезал, нажарил с луком. Картошки наварил. Ну и все, опять по банкам раскидал и едешь. Ну а так у нас, конечно, имеется стратегический запас. Наш стратегический запас. Здесь макароны, всякие роллтоны, консервы какие-то, тушенки. Если что, с голоду не помру. Готовить я не люблю. Умею, но не люблю. Поэтому я вот предпочитаю питаться так. Сейчас вот на баллоне все это дело разогрею. И поем. Потом чайку себе сделаю. Тут у нас типа кухни такой. В корзинках. Приправы, специи всякие. Ну, это Андрей Владимирович любитель готовить. Чай. Вот. Ну, вот как-то так. С едой. Как бы сюда-то сколько, но здесь, ну, максимум там дней 10 получается. Ну, если с завесоном каким-нибудь, то на это время мне собойки хватает. Ну, же в крайнем случае в Польше там какого журика сходишь, скушаешь. Вот. Поэтому, ну что, приятного аппетита мне. И ждем, когда позовут на выгрузку. Короче, 3 часа простоял, прождал, пока позовут на загрузку. Ой, на выгрузку, вернее.
Он уже сходил, поругался, говорю, ё-моё, сколько ж можно ждать-то? Ну вот, говорят, заезжай. Заезжай только куда? Мне как показал, проезжай дальше. Все, вот так вот он меня поставил. Все, пойду я загружаться. Так, ну что, тягача поднял. Подушки по максимуму опустил. Ну и вот сейчас вот эти два он достанет. А вон то счастье я буду выкатывать сам. Ух, хоть разомнусь немножко, а то уже бока болят. Ну, ждем пока. Ну что? Перевелся на рефы, чтобы физическим трудом заниматься. Нормально он и так вот, тварь, да, достал. Лапы длинные. Сейчас дострохлю, будем работать. Я скажу, даже очень легко он вышел. Вот он так стрёмненько стоит. Очень легко. Очень. Я даже удивился. Вот такая у нас работа. Долго все, долго. Один погрузчик. Рэпа не ломай.
В общем, короче, как-то так. Ну что, братцы, вот двойные закончились почти. Фу, 2 штуки чуть выдрал. Их поперекосило там. Позаезжали палка в палку. Все, беда. Динарные тут уже ерунда. Ну что, ребят, на этом буду закругляться. Еще нужно будет здесь убрать. О, что делается на полу после этой палетки. Короче, заканчиваю на этом свое повествование. Всем удачи, здоровья, успехов, терпения на жизненном пути. Спасибо за просмотр. Ну и что? Всем пока, до новых встреч.